Охренеть, да? Что ж за обороты были-то тут? Жесть. Походу движочек поймал клина. Что-то тут оборвало. Откручиваю последний винтик. Жесть просто. Оборвало шатун. Вот они куски. Куски шатуна, втулка. Втулка изношенная. В общем, смотрю я, вижу, что гильза там тоже замята шатуном. И вытащить ее не представляется возможным. Всех приветствую. Короче, дела такие. Услышал я вас, ребята, и решил дать вторую жизнь этому двигателю. Все уже разобрал. Самая проблема вытащить гильзу и не повредить ее, если я ее уже не повредил. Потому что я тут ее и в токарник зажимал, пробовал проворачивать. В общем, там вот замин. Сейчас я попробую хирургически бормашинкой его выфрезеровать оттуда. Выбил я гильзу. Вот здесь ее замяло. Бормашинкой я немножечко подточил, тут как бы подвыфрезеровал. Ну и потом получилось выбить с помощью вот такой палки. То есть воздействовал на вот этот как раз таки участок я изнутри, а вот эти пропилы, чтобы она туда дальше залазила. То есть весь процесс не удалось заснять. Я думаю, это ничего страшного. Значит, смотрим, что у нас получается. Поршень, в принципе, целый. Ну, вот это, я думаю, сильно не повлияет. Самая большая радость в том, что он сюда залазит. Причем весьма свободно, обратите внимание. Хоп. То есть, о чем это говорит, что пара целая. Короче, ребята, будем восстанавливать. Остается сделать, по сути, только шатун. У меня тут есть очень крепкая дюраль. Вот с нее, я думаю, и сделаю. Я даже никаких втулок здесь не буду делать. Приступаем к изготовлению шатуна. Стартуем! Текст. Шилом вот это дело все разбирать. Обточил напильником и осталось место соприкосновения со втулкой. Вот он, размер нашего шатуна. Теперь нужно отрезать 6-миллиметровый кусок от вот этой плиты. Я вам серьезно говорю, ребята, это просто, ну, дебелый дюраль такой. Очень крепкий. Получилась такая вот довольно крупная заготовка. Просто нижняя шейка, она поболее, чем верхняя. Вот, и методом расчета, так сказать, я вывел, что вот здесь цифра межцентрового расстояния, вот этого, должна быть 35,7. Что-то мне, конечно, подсказывает, что должно быть 36. Может быть, где-то я не досчитал, а может быть, так и есть. В общем, я вот так и сделаю. Разметка осуществляется с помощью такого чудного инструмента. Называется штанген Рейсмус. Переворачиваем. Ну, в принципе, линии сошлись. Это осевая линия. Теперь 35,8 нужно отмерить. В общем, я по краям запас дам, чтобы легче было обрабатывать. Потом это все снаружи можно обработать как угодно, вплоть до того, что вручную. Поэтому по краям оставлю запасик. Больше, не меньше. Вот так раз. Вот так два. Теперь накерниваю. Очень таки ответственная операция. Раз. Два. Смотрим, что тут у нас показывает. Ну, как видите, примерно так оно и есть. Идем на токарный и будем растачивать. По центровочному сверлу настраиваю положение детали. Обратите внимание, как я креплю деталь. Здесь она плотно прижимается к патрону, то есть я могу видеть. Если какая-то неплотность, то есть отклонение, значит все будет несоосно. Один кулачок снял, потому что вот это мешается. И мы будем сверлить, растачивать и разворачивать, возможно, разверткой. Вот это отверстие можно развернуть, а коренное, оно немножечко выработалось. Поэтому придется точно растачивать в размер.
Поверхности на кулачках вот эти у меня не испохабленные, поэтому все соосно получается зажимать. Ну вот вроде бы отлично. Сначала делаю маленькое отверстие. Если вдруг оно не получится, у меня будет шанс сделать с него большое. А потом опять же маленькое с другой стороны. Что вот такая вот небольшая токарная хитрость. Поехали. Так, ну центровочкой мы попали, теперь сверлышком. Просверлю сначала сверлышком на 2, оно меньше отжимает деталь. Меньше шансов, что оно как-то сместится в кулачках. А потом сверлом на 4 и 8. Оборотики на максимум. Аккуратненько, не спеша. Есть. Теперь на 4,8. Есть контакт. Заточил маленький расточной резец. В аккурат входит в погибший шатун. Можно растачивать. Решил, кстати, обойтись без развертки. Уж очень хорошая чистота поверхности. Просто идеальная. Поэтому буду именно растачивать. Ну, почти. Осталось, ну, прям совсем чуть-чуть. Отверстие. Отлично. Вообще отлично. Здесь просвета нету. Говорит о том, что все соосно. Он даже вообще не колышется. Не шалохнется. Выставляю вторую шейку, второе отверстие по центровке. Сверлим отверстие и растачиваем. Смотрим, что получается. В общем, вот здесь удалось прямо очень козырно сделать. Обратите внимание, какая плотность. Оп, то есть как настоящий палец. Нужно на него нажать, и тогда он продвигается. Ну и здесь, собственно, тоже не болтается. Обвожу контуры иголочкой. Так. Так. Теперь начинается ручная ЧПУ обработка. По разметке вручную делаем. Вот такой получается заготовец под шатун. Снаружи обработаю напильником сейчас. Иначе никак. Что-то уже вырисовывается. Смотрим, как оно будет сидеть здесь. Ну, как видим, проворачивается. Нигде не цепляется, то есть диаметр уменьшать больше не надо. Плотничком. Здесь вот в канале оно ходит, то есть не выступает, никуда ничего не зацепляется. То есть будет сидеть нормально на шейке. Шатун получается несколько мощней, то есть вот здесь тело толще, примерно на полмиллиметра. Но я это все дело скомпенсирую, потому что буду здесь закруглять кромки, делать профиль более аэродинамическим, то есть чтобы меньше создавалось сопротивление внутри двигателя. Все-таки отхромировал шейку коленвала пористым хромом. Даже и не спрашивайте, чего мне это стоило. Ну, стоило это недорого, но по времени. Времени я убил просто гигантское количество. В общем, какой прикол. Здесь я уже обточил, здесь нарост образовался. Но это особенности гальваники. Теперь шатунчик не налазит сюда.
Что мы будем делать? Мы будем проходить разверточкой. Немножко модернизировал развертку ручным алмазным надфилем. Здесь до половины сточил. То есть, что получается? Здесь на несколько соток меньше, чем здесь. И можно угадывать. Конечно, поверхность безумно чистенькая получилась. Ну, как вы видите, пока что до сих пор не налазит. Поэтому что мы делаем далее? Мы далее берем и чуть-чуть дальше разворачиваем. Вот здесь вот оно уже начинает хватать. Оп. Ну, таким образом можно сделать более точно. Блин, ну поверхность, конечно, вообще огонь. Так, ну вот, уже сейчас налезет. Оп, оп, оп. Очень плотненько. Очень хорошо. В этот раз к системе смазки отнесусь мега серьезно. Сделал 2 широких фаски. Здесь сделал, как вы видите, небольшой пропил. То есть, что у нас получается? Из этого отверстия вылетает топливо с маслом. Так как фаска большая, она немножко дальше этого пропила выступает. В итоге топливо с маслом будет под эту фаску залетать. Ну и я надеюсь, все будет отлично смазываться в итоге. Ну теперь-то, я думаю, смазки будет хватать. Лишь бы только его не разорвало. Просверлил отверстие вот здесь, под углом. Там отверстие для смазки. И сделал вот такой пропил. Также вот это для смазки торцевой поверхности. И смазка для того, чтобы смазывалась постоянно через отверстие выхода топлива. В этом видео мы его даже немножечко протестим. Полностью теста не будет. Потому что нужно его обкатать. Я потихонечку обкатаю. Посмотрю, как он себя ведет. Ну, в любом случае, любой результат вы увидите. Заодно сделаю небольшой тюнинг коленвалу. Залью вот сюда эпоксидную смолу. Делается такой прилив плавный, чтобы вход топлива с воздухом, воздушно-топливная смесь, более плавно проходила с большей скоростью. Короче, мало того, что его и так разорвало, мы еще больше увеличим мощность. Высушил при весьма высокой температуре, около 70-80 градусов. Далее тюнинганем вот это отверстие. Как вы видите, оно овальное, а на карбюраторе выход круглый. Соответственно, нам нужно здесь скруглить, чтобы не было вот этих 2 ступенек. Это дело можно легко сделать с помощью бормашинки, и работы здесь весьма немного. Бормашинка, наверное, самый незаменимый инструмент в мире, потому что очень часто приходится ей работать. Везде она пригождается, и отпилить маленькое что-то можно. И вот такие вещи сделать. Вот, собственно, и все. Все уже готово. В общем, собираем, будем пробовать. Вот такой получился шатунчик. Я уже поставил коленвал. Все обильно смазываю касторочкой. Во все дыры, так сказать. Пошел процесс. Гильза. То же самое. Касторочки не жалею. Ставлю 2 прокладки. На всякий случай. И закручиваю. Готово. Есть компрессия. Все есть, все легко вращается. Ставим, пробуем. Ну что, посмотрим, что у нас здесь получилось. Буду обкатывать. В топливо зарядил немножко масла. То есть добавил касторки. Вот. И здесь теперь получается больший процент масла. Ну, то есть, по сути, топливо обкаточное. Так что сейчас запустим, посмотрим, работает ли оно вообще или нет. Пробуем. Так, вообще надо бы топливо поднакачать. Хватает пока. Офигеть, ребята, вы это видите? Это жесть, просто жесть. Работает. Причем завело сразу. А ну-ка так. Опа! Нифига себе. Вот это жесть! Блин.
Перехвалил. Так, а чё, почему заглохло? Ну чё, буду теперь на маленьких оборотиках обкатывать его. Потихонечку. Ты видел, как заводится? Карбюратор поставил на самый минимум. Здесь вот у меня тяга теперь есть. Можно добавлять, убавлять. Ну и пускай обкатывается потихоньку. На этом, ребята, все. Кибернетические запуски ожидайте в следующих видео. Главное, что движочек я, в принципе, починил, и он уже хоть как-то доработает. Это первый мой такой опыт. Двигатель был после отрыва шатуна починен. Это просто фантастика. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите канал лайками. Всех благодарю за внимание.